Здравствуйте, друзья! Сегодня мы открываем новую рубрику «Воспоминания ровесников дедушки и бабушки Димаша». Если вы увидите начало названия видео с такой аббревиатурой ВРДБД, значит видео относится к этой рубрике. Изо дня в день мы слышим, что Димаш, как профессионал, как личность, достоин написания целых учебников о нем. И этому подтверждением является видео об австралийском рокере на канале Алга Питер. Австралийский рокер восхищается голосом, подачей музыкального материала, личностью Димаша. Он сказал: нужно писать учебники о Димаше, потому что Димаш открывает своим голосом, пением новые горизонты музыки. Мы не раз видели комментарии наших подписчиков из разных стран. Они пишут благодарность в адрес нашему каналу за информацию, которую мы подаем. Эта информация дает возможность узнать не только о самом Димаше, но и стране, людях, обществе, в котором живет Димаш. Много существует каналов о Димаше, но такой информации ни у кого нет, и поэтому мы хотим с сегодняшнего дня открыть новую интересную рубрику ВРДБД, что означает «Воспоминания ровесников дедушки и бабушки Димаша». Это будет своего рода дополнительный материал к большому учебнику под названием «Димаш». Я сегодня хотела бы начать нашу рубрику с очерка воспоминаний одного нашего подписчика «Моя великая мама». Сегодняшнее видео является продолжением другого материала, который я вам предоставила 2 августа 2020 года. «Дед, дедуля, Аташка, папа». Видео создано специально для деда Димаша и наших любимых дедушек. Линк к видео мы оставим в описании под нашим видео. Я сразу оговорюсь, что это видео было создано не только для того, чтобы поздравить дедушку Димаша и адресовать его всем дедушкам, но и ответить одному из каналов, что не может репертуар Димаша состоять только из песен на русском и английском языках. Его репертуар будет обязательно, в первую очередь, пополнен казахскими, традиционными и современными песнями. И в этом плане я бы хотела отметить, что блогеры о Димаше пишут разные мысли, но такая цитата глубоко задела меня, и я буквально как на одном духу сделала это видео. Дед, дедуля, Аташка, папа. С другой стороны, есть канал, которым я очень благодарна за прекрасную подачу материала о Димаше. Это Алга Питер. Молодцы ребята. Они делают очень много для популяризации Димаша, объединяют всех поклонников таланта Димаша в одну большую группу Tears. И в какой-то мере учат и нас, других блогеров, быть толерантными, уважать мнение других. Какие они работоспособные, большие творческие личности эти ребята. Спасибо, ребята, что вы так высоко поднимаете престиж Димаша, а значит и его родины Казахстан, и его земляков, казахстанцев. Но вернемся к видео, которое было предоставлено 2 августа 2020 года. Мы сказали, что дедушка Димаша связывает всю семью с корнями казахского народа. Дедушка – это не просто прародитель, дедушка – это сердце семьи. Он накопитель, носитель и человек, который передает стиль, образ жизни вместе с казахскими народными традициями. Именно дедушка транслировал традицию владения музыкального инструмента дамбры Димашу, потому что дамбра извлекает такие звуки, которые глубоко проникают в нашу душу. Это народная музыка. Она является генетическим кодом, можно сказать, душой казаха. Дедушка Димаша играет большую роль в становлении своего внука, как и многие дедушки для своих внучат. Дедушки дают хорошее воспитание. Наши дедушки – это дети Великой Отечественной войны. Они из рассказов о войне от своих родителей сохранили народную память о тяжелых годах войны для следующих поколений. Наши дедушки имеют прекрасное образование, замечательную школу жизни. Дедушки несут огромную кладезь знаний о дружбе, о значении труда, о необходимости иметь активную жизненную позицию, быть целеустремленным, никогда не сдаваться перед трудностями, идти вперед. Наши дедушки всесторонние, хорошо знают историю своего края, большой родины Казахстан. Дедушки прекрасно владеют и казахским, и русским языками. Наши деды так воспитаны, что они очень любят культуру и искусство, могут при необходимости и станцевать, и песни спеть, и стихи прочитать, умеют шутить, веселиться, могут рассказать смешной анекдот или интересный рассказ. Это говорит о том, что они нравственно богаты душой. Их сердца полны отзывчивости и доброты к людям, к близким родственникам и друзьям. К своим внукам они относятся очень трепетно, нежно, с безграничной любовью. Они стараются передать то все хорошее, благородное, что у них есть. Все дедушки относятся к Димашу как к своему внуку, тем более, что их внуки ровесники Димаша. Они пишут вот такие комментарии под видео на нашем канале. Димаш, баламызға Алла қуат берсін. Қазақтың мақтанышы. Сегодня один из дедушек, который имеет внука возраста Димаша,
посвятил эти стихи ему. Он, как и все мы, безмерно горд за Димаша, за то, что он так высоко поднимает флаг Казахстана, а значит поднимает и престиж Казахстана. Эти стихи были написаны в начале 90-х годов, они сейчас актуальны в наше время. В стихе вы услышите о Наурызе. Наурыз – это празднование Нового года, но этот праздник 70 лет был в забвении, и только в 90-х годах праздник входил в нашу жизнь. Это праздник весеннего равноденствия, праздник торжества любви, плодородия, дружбы. Послушайте, пожалуйста, этот стих. «Я, казах, в степи рожден, знойным солнцем опален, встречая новую зарю, как беркут гордый я парю, под щедрым солнцем золотым, под ясным небом голубым. Мой герб и флаг в себя вобрали, всю ширь степи, родные дали, они мне жизнь и силы дали, свободы дух и взор прямой, и Наурыза славный той». Теперь давайте послушаем текст автора очерка воспоминаний «Моя великая мама». Очерк воспоминаний начинается со слов первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. «Моя мама была самой красивой женщиной, которую я знал. Тем, кем я стал, я обязан своей матери. Все мои успехи в этой жизни, моральное, интеллектуальное и физическое воспитание, я ставлю в заслуги маме». Айналайын қарағым қара қасың қосиқтап оралған қолаң шашан айғара көз. Случайно почитал это выражение Джорджа Вашингтона и задумался о его смысле. Так сказал о маме человек, который добился больших успехов в жизни, сделал много полезного для своего народа, став авторитетом для огромного числа людей. И он действительно прав. Всеми своими маленькими и большими успехами мы обязаны в первую очередь матери. Мама – это слово первое, и это слово говорит первым каждый ребенок на земле. Для каждого человека его мама будет самой красивой, самой умной, самой доброй и нежной женщиной на свете. Моя мама всегда беспокоилась обо мне. Когда я в детстве болел, она ночами не спала и сидела у моей кровати, пока я не выздоравливал. Мама всегда больше всех радовалась моим победам и переживала за неудачи. Теперь, сидя рядом с 92-летней матерью, я мысленно представляю себе ее прожитые годы. И как только мама начинает рассказывать отдельные эпизоды своей жизни, все начинает оживлять передо мной. Я вдыхаю воздуха, где она росла, представляю дом, где она родилась. Я все вижу, и кажется, что могу дотронуться рукой до тех, кого уже нет. – 1926 год. Через 10 лет после Великой Октябрьской революции и установления советской власти в 14-м ауле совхоза имени Маркса родилась моя мама. На ее детские годы пришлись периоды коллективизации, продразверстки, голощекинского голода и сталинских репрессий. Как сегодня помню, тяжело вздыхая, говорит мама, солдаты увозили на телегах раздетых и связанных односельчан. Их близкие рыдали от горя. Люди шепотом сообщали друг другу об этом, что они враги народа, и за это их теперь расстреляют. После репрессий 1934-1940-е годы установилось затишье. Колхозная жизнь состояла из трудодней. В то время, вспоминает мама, люди не знали, что такое отдых. Все работали от зари до зари. Это сейчас все живут на всем готовом, в магазинах все есть. Стирают белье в стиральных машинах, заказывают еду на дом, воду ведрами не таскают, кизяк для топки не собирают, но тем не менее часто болеют. В то время всю округу обслуживал один фельдшер, он же врач. Расстояния между селами были большие. Не всегда можно было найти нужного врача, фельдшера.
лекарства. Как мы выживали? Не знаю. Наверное, все-таки люди того времени были крепкими, духом сильными, а поэтому здоровыми. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Дедушку Жангира и нашего отца забрали на фронт. 5 долгих военных лет. Снова трудности, снова испытания. Первый сын умирает у мамы на руках, задохнувшись от ангины. Как бы ни было тяжело с помощью родителей, отца, дедушки Оразымбета и бабушки Акбупе, мама заканчивает педучилище и устраивается работать учительницей начальных классов. Возвращается с войны с глубокими шрамами на руке и ногах, с осколком, застрявшим в щеке, дед Джангир, которого вскоре назначают председателем колхоза. После огненной Сталинградской битвы, дойдя до Праги, в 1946 году демобилизируется из состава пограничных войск и наш отец. Надо заметить, что моя мама в молодости была девушкой изумительной красоты. Длинные до пят, черные волосы, большие глаза, брови дугой, статная фигура, да к тому же еще и умница. Свекор и свекровь души не чаяли в снохе красавицы. Послевоенный период, начиная с 1950 года, был, наверное, наиболее благополучным и счастливым. Жизнь стала потихоньку налаживаться, продолжает рассказывать мама. Ваш папа после окончания Семипалатинского финансового техникума и годичных финансовых курсов в Ленинграде работал на ответственных руководящих должностях, заведующим районным финансовым отделом, председателем районного потребительского союза, начальником контрольно-ревизионным управлением. Но жизнь, как известно, состоит не только из белых полос. В 1973 году в 53-летнем возрасте умирает отец. В 46 лет мама с 7 детьми на руках остается один на один со всеми житейскими проблемами. В нашем доме часто устраивались мероприятия, которые оставались в нашей детской памяти. Куран-уку, Еске-алу, Кудай-жолы. Приходили люди, муллы, читали Коран, поминали умерших. Бедным и нищим раздавались пища, одежда. Многие из них уже заведомо знали наш дом, где можно было получить посильную помощь. Своим примером мама показывала стойкость духа перед испытаниями, которые получает каждый человек в своей жизни. Казалось, боль утраты отца стала утихать, но неожиданно смерть братишки подкосила семью. Мама стала часто болеть. В мае 1980 года меня пригласили на работу в Центральный комитет комсомола Казахстана. Посоветовавшись с мамой, я согласился на перевод в Алмату. Как вспоминает мама, вначале я не хотела переезжать. Но однажды к нам домой пришел ветеран войны и труда Аксакал Орунбасар и сказал мне: «Дочка, не сиди, езжай с детьми. Ты увидишь красивейшие места ЖТСУ и будешь жить там, как в раю». Он хорошо знал эти места, потому что в молодости проходил воинскую службу в пограничных заставах Алматинской области. Уезжая, мама попросила новых жильцов проданного дома до первого поворота дороги не выключать свет во всех комнатах. Конечно, тяжело ей было покидать родные места, но она не могла оставить своих взрослых детей одних, без ее заботы и присмотра. Как и любая мать, она будет до конца держаться, тянуть семейную ношу, пока есть силы, пока стучит сердце в груди. Очень хорошо в этом плане сказал французский писатель Эрнест Легувье. Даже если в жизни женщины все будет плохо, она все равно соберется с силами и будет жить, работать и действовать, чтобы воспитать своих детей, дать им достойное образование, пищу, кров. Она ни за что не бросит их, потому что мама – это синоним слова «любовь». Решение о переезде было принято, уехали сразу же все, никто не остался. В Алмате по состоянию здоровья матери, высокое давление, не стали останавливаться, поехали сразу в Талдыкурган, где жила со своей семьей сестренка. Она работала в местном пединституте доцентом. Временно остановились у нее. Всем пришелся по душе этот тихий, зеленый курортный городок, журчащая чистая горная вода, дружные хорошие соседи. Купили дом, обжились. Младшие сестренки вышли здесь замуж. Мама восприняла духом, и самое главное, ее здоровье стало заметно улучшаться. Началась другая новая жизнь на прекрасной земле ЖТСУ, подобно могучему дереву Байтерек, глубоко в землю пускающему свои корни. Круг родных и близких для нас, людей, постепенно расширился. Сегодня вокруг прабабушки бегают и смеются сладкие малыши. Она очень любит своих правнуков,
гордится внуками-студентами высших учебных заведений. При встрече с ними дает свою бота, говорит самые добрые ласковые слова. 2 внучек мама вырастила с грудного возраста, и поэтому, наверное, нас, старших детей, строго предупредила никогда не обижать их. До 90-летнего возраста мама, перезимовав в алматинской квартире, с апреля до августа уезжала в Талдыкурган. Она с удовольствием отдыхала в большом доме, вместе с внуками сажала и собирала клубнику, землянику, черешню, яблоки, виноград, картошку, огурцы, помидоры. Всю жизнь мама оставалась верна папе в своих помыслах и чувствах. Даже сейчас иногда она вздыхает и говорит вслух, обращаясь к нему: «Как же ты был прозорлив, когда сказал, что я долго буду жить и испытаю много счастливых минут с детьми. Ты воспитал и оставил мне хороших детей». Смотря в глаза своей мудрой матери, держа в своих ладонях ее слабые руки, мне хочется ее подбодрить, поднять настроение. Я говорю ей: «Мама, сейчас в Алматы, в Казахстане, уже много людей, которым исполнилось 100 лет. У тебя же дедушка прожил 104 года, поэтому прошу тебя, поставь перед собой цель прожить 100 лет. Заодно и меня подтянешь до 70 лет». Она встревоженно смотрит на меня, будто спрашивая: «А что, сам не можешь до 70 дойти? Что с тобой? Почему так говоришь?» Но увидев, что я улыбаюсь, успокаивается и тихо отвечает: «Все в руках Всевышнего Аллаха. Спасибо тебе, сынок, что ты говоришь. Пусть будет по-твоему. Постараюсь прожить 100 лет». 7 октября 1971 года от имени Президиума Верховного Совета СССР указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР моя мама награждена орденом материнской славы 3-й степени. Указом президента Республики Казахстан мама награждена юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 1941-1945 годов. Забывая о своем немолодежном возрасте, иду вперед бодрыми шагами. Обернувшись, вижу в окне многоэтажного дома маму, которая с улыбкой машет мне рукой. Я долго смотрю на нее и машу в ответ, а затем, уходя, шепчу про себя: «Мама, мамочка, я целую твои руки. Мне с тобой тепло и хорошо, как в детстве. Я люблю тебя. Мама, мама, жаным меном. Пусть Бог хранит тебя, мама». Дорогие друзья, мы завершаем наше видео. Осталось несколько часов до открытия инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что на открытии инаугурации будет петь Димаш. Мы хотим делать стрим в эти часы. Присоединяйтесь к нам в это время, пожалуйста. Стрим будет проходить на русском и английском языках. Стрим не я одна буду проводить. Прошу активно присоединяться англоязычных поклонников Димаша к нашему стриму. Будет интересно. Мы ждем вас сегодня вечером. До встречи!